go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические наушники от компании Ear Acoustic Audio стоимостью $99, и приходят они в довольно крупной по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь имеется надпись VSA, а также здесь указан адрес производства этих наушников, а рядом имеется QR-код для проверки оригинальности этого продукта и указано название этой модели, а именно VSA V1. Ну и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 11,4 мм с титановой диафрагмой, а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Ну а теперь, конечно, давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров, и сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников, кожаная стяжка для кабеля, два набора силиконовых амбушюр, ну и инструкция по использованию наушников. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из металла и имеют очень узнаваемый фирменный дизайн компании Ear Acoustic Audio. Их лицевые панели, как всегда, смотрятся стильно и элегантно, и здесь на левом наушнике есть надпись Void Silver Stalker, а на правом KG-E9. А здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом на левом наушнике написано Vocal Sweetness Amplified, а на правом выделяется уже более крупная надпись VSA, и конечно же имеется маркировка канала. Я думаю, здесь сразу же бросается в глаза вот такое очень большое акустическое отверстие, причем точно такое же, как у старшей модели VSA Max, и оно прикрыто точно такой же металлической сеточкой с необычным узором. А уже на внутренней части корпуса находится небольшое отверстие для компенсации, рядом с этим металлическим звуководом, который имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр, и он снова был закрыт сеточкой с точно таким же фирменным узором. Но несмотря на то, что VSA V1 это довольно крупные, на мой взгляд, наушники, сидят они в ушах реально отлично, причем ровно так же, как и VSA Max, поскольку форма корпуса у них одинаковая, и сделана она очень правильно, и благодаря этому посадка получается глубокой и надежной, без какого-либо лишнего давления или дискомфорта. То есть, по сути, вставил их в ухо, и они сразу как будто встают на свое место, и не требуют какой-либо подстройки. Да и кабель в комплекте тоже порадовал, и он точно такой же, как у старшей модели VSA Max. Он модульный, качественный, удобный и не путается, и можно спокойно использовать эти наушники вместе с ним на постоянке, без каких-либо проблем. Ну а приобрести динамические наушники Ear Acoustic Audio VSA V1 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Ear Acoustic Audio VSA V1 и старшей модели Ear Acoustic Audio VSA Max. И как вы можете заметить, в целом тюнинг у этих наушников практически идентичны. Но несмотря на это, я должен вам сразу сказать, что звучат VSA Max взрослее, точнее и чище. То есть это точно модель уже более высокого уровня. Несмотря на то, что тюнинг и общий тональный баланс у этих наушников похожи. И как видите, эти наушники имеют одинаковое усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, идеально следуя моему таргету. А далее вы можете заметить идентичное ослабление в области 700 Гц, а после мы видим уже одинаковый основной акцент в области верхней середины, который приходит ровно на 3 кГц. А вот высокие частоты тут уже на графике, конечно, слегка отличаются, хотя в обоих случаях я должен сразу сказать, что они слегка усилены, дабы более явно подчеркнуть микронюансы, техничность и слегка увести обе модели уже в более светлую подачу. Ну, в общем, по тюнингу, я думаю, тут все понятно. Теперь давайте лучше обсудим звучание наушников Ear Acoustic Audio VSA V1 более подробно.
И с самых первых секунд сразу понимаю, что у VSA V1 низкие частоты точно такие же, как у старшей модели VSA Max. Плотные, масштабные и при этом отлично собранные. Они совершенно никак не мутнят средние частоты, а наоборот очень правильно задают тон всей композиции, сразу вовлекая вас в ритм. И ты просто берешь, включаешь трек, и тебе сразу кажется, что пространство вокруг заполняется глубиной и энергией, и при этом каждая нота остается четкой и контролируемой. Ну и бас уходит в этих наушниках реально очень низко, создавая ту самую упругую и обволакивающую основу, которая буквально держит на себе все остальное. Он не гудит, не превращается там в какой-то грязный фон, а всегда звучит прозрачно, с нюансами и оттенками. И на атмосферных треках он дает прям объем и оживляет пространство. И будто добавляет даже музыке еще одно измерение. И при этом он вообще никогда не лезет на середину, оставляя вокалам и инструментам как можно больше свободы и дыхания. А вот мидбас — это уже про динамику и драйв. И, например, удары барабанов, бас-гитар отрабатываются прям с характером, быстрым и четким ударом и правильным отскоком и с густой насыщенной подачей. И на быстрых треках его энергия прям будто держится на максимуме. Ничего не смазывается, не превращается там в кашу. И если включить уже какую-то более спокойную композицию, то такой мидбас мягко поддерживает мелодию, добавляя ей больше телесности и глубины. Но все же отдельного внимания заслуживает именно текстурность. И тут слышно буквально все, от вибрации струны до реверберации удара. То есть по восприятию низкие частоты в этих наушниках точно не плоские, а такие очень живые, прозрачные и рельефные. И это именно тот бас, который ощущается уже даже слегка физически. Конечно, не как в более басхедных моделях, но тем не менее такой эффект здесь есть. Но он вас не перегружает, как бы не душнит, а наоборот делает музыку уже более осязаемой и тактильной. И в итоге низкие частоты у VSA V1 можно описать как глубокие, мощные и при этом собранные. Они никогда не теряются в музыке и держат ритм с точностью. При этом каждая нота остается читаемой и текстурированной. И такой бас прям идеально подойдет для тех, кто ценит уже эмоциональную вовлеченность, драйв и точный контроль без какой-либо размазанности или лишней тяжести. Но средние частоты в наушниках VSA V1 сразу привлекают внимание своей прозрачностью и энергией. То есть я могу сказать вам сразу, что по восприятию они не плоские, не сухие, не скучные, а наоборот буквально наполненные воздухом и энергией, где все звучит живо и естественно и с ощущением более открытого пространства, без какой-либо зажатости и скованности. И важно отметить, что здесь вокальные партии и инструменты прям явно выходят чуть ближе к слушателю, поскольку все же это довольно энергичная, а не нейтральная подача. И знаете, вот это уже реально очень вовлекает при прослушивании. И такая подача словно зовет вас погрузиться внутрь композиции и прочувствовать все эмоции и оттенки трека. И женские голоса вот за счет такой подачи раскрываются особенно тонко и выразительно. И здесь слышно как дыхание, так и какие-то там мельчайшие вибрации, такие эмоциональные акценты. И все это для восприятия звучит очень легко и без какой-либо тяжести. И если женский вокал в подаче прям такой легкий и насыщенный, то мужской вокал уже более основательный, округлый и плотный, с уверенной подачей и правильной текстурой. Но при этом он вас не перегружает, не утомляет, несмотря на вот такую явную насыщенность этой середины. И это, как по мне, очень важно. И знаете, интересно то, что с инструментами ситуация такая же. Гитары здесь имеют прям очень четкую атаку и продолжительное послезвучие, а фортепиано звучит телесно и с правильной отдачей. Ну а струнные в классике подаются прям объемно и с характерной вибрацией. И даже уже в сложных аранжировках все остается всегда структурированным, вообще без ощущения какой-либо каши или зажатости. То есть каждая партия всегда различима и держит свое место в сцене, и любители послушать, например, уже джаз, классику и различные многослойные акустические композиции точно будут довольны и заценят особенности этих наушников. Ну и в итоге середина у VSA V1 это прям комбинация прозрачности воздуха и богатой текстурности. И она делает вокалы живыми, инструменты натуральными, а музыку максимально эмоциональной и вовлекающей. Мне нравится, как она создает тот эффект присутствия, благодаря которому вам хочется переслушивать уже любимые треки буквально снова и снова. Но высокие частоты в наушниках VSA V1 сразу дают понять, что это подача с акцентом на прозрачность и технику. Они светлые, воздушные, с легкой яркостью, но при этом не переходят в какую-то резкость и не утомляют ваш слух. Здесь нет ни намека ни на мутность, ни на какую-то темную приглушенность. Наоборот, каждый нюанс четко выделяется и словно встает на свое место, создавая ощущение более лучшей ясности и чистоты. И особенно здесь меня впечатляет работа с тарелками и перкуссией. Каждый удар звонкий, четкий, с правильным
минимальным послезвучием, а синтезаторные акценты и верхние гармоники инструментов раскрываются прям удивительно прозрачно, с быстрой атакой и без какого-либо смазывания. И даже, к удивлению, различные микродетали здесь не теряются где-то там на фоне, а словно берут и выходят на передний план, добавляя музыке большей живости. И знаете, что интересно, так то, что при всей вот этой явной аналитичности эти верха не звучат сухо, они остаются музыкальными, с хорошим балансом, да так, что слушать реально приятно даже долго. И именно благодаря таким верхам звук приобретает более явное ощущение воздуха и глубины, а сцена расширяется и появляется больше пространства между инструментами, да и сама музыка начинает будто дышать и раскрепощаться. Ну и в целом высокие частоты у VSA V1 можно охарактеризовать как светлые, техничные и прозрачные. Они подчеркивают детали, делают инструменты более выразительными, а музыку уже более объемной и эмоциональной. В общем, это именно та подача, которая позволяет вам услышать все до самых мельчайших нюансов и при этом наслаждаться легкостью и музыкальностью звучания. Ну а звуковая сцена у VSA V1 сразу впечатляет своей широтой и воздушностью. И с первых секунд здесь ты сразу чувствуешь, что каждый инструмент и вокал расположены точно там, где нужно, и при этом это пространство не слипается, все дышит и музыка уже раскрывается как полагается. И эта сцена одновременно широкая и глубокая по восприятию, но при этом у нее сохраняется отличная точность и логика расположения инструментов в пространстве, и вам довольно легко понять, что ближе, а что уже дальше. И, например, вокалы здесь звучат естественно и живо, и при этом не теряются где-то там среди кучи инструментов, но все же особенно впечатляют такие мелкие детали, как легкие реверберации на фоне, тихие акценты и едва уже уловимые слышимые эффекты в электронике. И все это создает ощущение воздуха и прозрачности, и ты реально ощущаешь некоторое присутствие в записи, будто сам сейчас находишься в студии или на концерте, где даже уже в плотных аранжировках все инструменты остаются читаемыми, слои не сливаются и сцена получается очень комфортной для восприятия. В общем, VSA V1 удачно балансирует ширину, глубину и точность. Инструменты и вокалы отделены, каждая деталь остается на своем месте, и слушать музыку с ними это реально настоящее удовольствие, поскольку вы просто берете и очень тщательно погружаетесь в трек. Ну а вывод у меня получился таков: Ear Acoustic Audio VSA V1 это отличные динамические наушники, которые умело соединяют эмоциональность и зрелую техничность. Бас у них глубокий и контролируемый, середина полновесная и очень выразительная, а высокие светлые и детализированные. И это именно те наушники, что сразу вас вовлекают в музыку и позволяют вам буквально прочувствовать каждую деталь композиции, оставаясь при этом комфортными даже при длительном прослушивании. В общем, друзья, если вы сейчас ищете недорогие наушники с эмоциональным, живым и детальным звучанием, то я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.